Я много путешествую на разных тур-эндуро, и это обзор Kawasaki Versys 1000. Когда дилер отдавал ключи, в напутствие сказал, чтобы я ехал так, как будто угнал мотоцикл. Я так и поступил, ехал так, чтобы ни один полицейский не обратил на меня внимания. И сегодня очередная история, как тошнот обсуждает заряженные литровые кроссоверы. На тесте версия S последнего поколения. Чуть позже я объясню, почему я не стал брать версию SE. Проблема мотоцикла – название. Вот у вас слово Versys или православная Kawasaki Versus с чем ассоциируется? То-то и оно. Думаю, владельцам приходится постоянно оправдываться. У тебя какой мотоцикл? Versys. Нет, ты не подумай, другой Versys, литровый. Весь смысл единого названия, когда имидж топового мотоцикла помогает продавать младшие модели. Как пример, 310 GS тоже практически легендарный гусь с раскраской в честь 40-летия серии и узнаваемыми формами. С Versys так не работает, 650 появился сильно раньше и доминирует на рынке. Литр с таким же названием собирает только минусы, а 650 никаких плюсов, потому что тысячных продается в мире несравнимо меньше и никто о них не вспоминает. Я бы назвал Hyper Versys или Versys X, только зачем-то они это название дали 300-ке. При том, что с 10 метров тысячные и 650 легко спутать, но это совершенно разные мотоциклы. Скажем, Вестром 650 и 1000 довольно много общих элементов имеют. Концептуально это тот же самый мотоцикл, и сидя на литровом часто появляется мысль: о, вот это прям как на 650. С Versys'ами не так. Литр построен иначе и с другими компонентами. Больше. Из-за того, что литр четырехцилиндровый, а 650 двушка, у мотоциклов получились совсем разные по характеру двигатели. Литровый Versys появился в тот самый золотой период тур-эндуро в 2012 году. У модели было несколько поколений, самое существенное разделение произошло с 2015 года. Доработали тормоза, двигатели, подвеску. Кардинально изменился внешний вид. Где-то в то же время Kawasaki решила, что все их модели должны выглядеть одинаково с новым спортивно-японским стилем. Причем старые веселенькие цвета убрали, сейчас у большинства моделей на выбор есть зеленый с черным, либо черный с зеленым, а иногда один единственный зеленый вариант. Один плюс: можно купить экипировку Kawasaki, которая подойдет к любому мотоциклу марки, они все как близнецы. Такая же секта, только у рыжих КТМ, и то там можно на Husqvarna перескочить. С 2019 года идет третье поколение, легкий рестайлинг. Из значимого изменилась подвеска, но старые модели прошли мимо меня, не могу сказать, насколько это важно. Отношение к Versys 1000 зависит от точки зрения. С одной стороны, это литровый мотоцикл, а значит должен сравниваться с единственным конкурентом BMW S1000XR, который сильно мощнее и агрессивнее. Все это, конечно, так, все это верно, да. А если чуть сбоку посмотреть, XR по цене с неясными перспективами сразу уходит конкурировать с мультистрадой V4 в том же сегменте. Например, по стоимости S сильно дороже мультистрады V2, а SE получается дороже мультистрады V2S. По компонентам, комфорту и универсальности применения мультистрада кладет Kawasaki на обе лопатки. Базовая версия ниже на 400-500 евро, чем у базового Вестром 1050, и это полностью меняет правила игры. Сейчас Versys в одной группе с Вестром 1050, BMW F900XR, Yamaha Tracer 9 и Triumph Tiger 900 GT. В таком сравнении оказывается, что литровый Versys сходу самый мощный как по цифрам, так и по ощущениям. Это настоящий литр без всяких скидок. У Versys относительно реальных конкурентов хороший комфорт, оснащение и так далее. Вы получаете много мотоцикла за умеренные деньги. При этом Versys производится давным-давно, у него хорошая репутация по надежности. Плюс это единственный четырехцилиндровый двигатель за эти деньги, что автоматом делает его уникальным по характеру. Если смотреть под таким углом, да, большинство конкурентов со своей индивидуальностью, но мне совершенно непонятно, например, как сейчас можно купить 900XR вместо Versys.
Kawasaki всего на 10-15% дороже, при этом у Versys сразу в стоке неплохая комплектация и по факту разницы по цене и нет. Вторая важная характеристика Versys 1000 – он довольно универсальный на глубинном уровне. Сейчас объясню. Мне тяжело было сделать обзор 1000 XR, потому что он предназначен только для темпераментных людей. А я вроде как обозреваю мотоцикл, который объективно мне не подходит. С этим вообще всегда тяжело. Все люди разные и получают удовольствие от принципиально разных вещей. Даже с кофе и чаем единого мнения нет, что уж говорить о мотоциклах. Есть люди с потребностью выплескивать энергию, которые испытывают восторг от скорости, езды на заднем колесе, от общения, громких звуков и так далее. А есть те, кто питается энергией от нахождения в ровном потоке и, например, от одиночества, то есть нахождения внутри себя с избеганием внешних раздражителей. Если XR постоянно вытаскивает из скорлупы, то литровый Versys подстраивается под любой темперамент. Kawasaki может быть быстрым, в то же время не провоцирует и позволяет ехать в спокойном режиме в роли турера. Для спокойной езды у него и комфорт неплохой, и подвеска приятная, и мотор эластичный. Versys как бы говорит: «Эй, просто знай, что у тебя мощность всегда под рукой, но если не хочешь, не пользуйся». По сравнению с прямыми конкурентами, спорт-туристами с прямой посадкой, Versys воспринимается монументальной тяжелой железякой. Он, собственно, и самый тяжелый из подобных мотоциклов. Держите в уме, что он тяжелее KTM 1290 Super Adventure, Pan America, Multistrada V4, Африки, нового Тигра 1200 и даже худого 1200 GS. В данном случае мотоцикл чисто дорожный, и это не минус и не случайность. Versys больше остальных конкурентов вбирает в себя некоторые черты туреров. То, что мне всегда нравилось, например, в кросс-турере – монументальность. Что мне особо понравилось, Versys не пытается выглядеть спортухой и не стесняется быть огромным бегемотом. Хотя бы потому, что у Kawasaki в запасе есть один из самых продаваемых чистокровных спорттуристов с клипонами. Во-первых, у Versys широкие формы, по защите рук он практически метровый, по зеркалам еще шире. По ширине он как самые здоровые 1200-е Турендуро, поэтому покупать Versys чисто для города – довольно спорная затея. Конкуренты Tracer 9, Tiger 900 GT и 900 XR по основным точкам примерно на 10 см уже, что в пробках имеет существенное значение. Во-вторых, у Versys огромное седло как у водителя, так и у пассажира. Даже с избытком у большинства 1200-х мотоциклов места меньше. Само седло довольно упругое, средненькое, но если банально туда вставить гель или поменять полностью, не удивлюсь, если будет в принципе самое комфортное седло для путешествий вдвоем из всех турендуро и кроссоверов. Как следствие, из всех кроссоверов за соизмеримые деньги Versys 1000 лучший для путешествий вдвоем. Моя любимая деталь, иллюстрирующая весь гигантизм мотоцикла, вот это. Обратите внимание, какой ничтожный процент пространства занимает комплектный набор инструментов. Не думаю, что я встречал настолько здоровенный подседельный отсек на современных мотоциклах. Пространства хватит, чтобы хранить под седлом инструменты на все случаи жизни, смазку цепи, компрессор и так далее. Из-за широкого седла и подножек, размещенных как раз в том месте, куда хочется ноги поставить, далеко не всем по росту подойдет. Надо еще запас оставлять, хотя Versys в целом по высоте седла довольно высоковат, если сравнивать с 900-ми. Как подстраховка есть опциональное седло на 2 см ниже стандартного. Посадка для класса кроссоверов спорт-туристов привычная, но не предел мечтаний. Коленям комфортно, а руль внизу и чуть отодвинут. Раньше все зачем-то делали посадку у таких мотоциклов с небольшим наклоном, как переходный период после спорт-туристов с клипонами. По длине с ростом 188 см нормально, но низко, плечи к вечеру затекают. Компромисс, чтобы удобнее было лежать, это понятно. Tracer 9 чисто по эргономике мне нравится больше, но Versys не очень сложно допилить самому под туринговую посадку, просто добавив проставки руля, которые на первом же попавшемся старом Versys уже стояли. На всякий случай отмечу, что в стойке на Versys ехать не вариант, вдруг кто-то хотел об этом узнать. Защита рук шикарная, защищает от ветра так, как большинство 1200-х Турендуро не снилось, а спортивным кроссоверам и подавно.
Дело в том, что большая защита рук ухудшает устойчивость на высоких скоростях и болтанка идет. Здесь ничего нет, во всяком случае до 200 км в час. Возможно, влияют аэродинамические выемки на защите рук. Стекло аномально высокое для такого класса и с точки зрения туризма лучше всех в классе из стандартных за соизмеримые деньги. К ветрозащите сложно придраться. Правда, стандартное с оговоркой. Я говорю про стекло, которое ставится на версиях S или SE. В базовой версии стекло ниже, чтобы холопы мучились. Где-то здесь у вас может появиться вопрос: а где мясо? Почему я обсуждаю пластик, а не двигатель? Потому что самое интересное в этом мотоцикле — это сочетание вот этого комфорта и вальяжности со спортивной динамикой литровой рядной четверки. Тот же эффект, как у Multistrada V4 с поправкой на цену. И мощность не как у Ducati, и комфорт не как у Ducati, но и цена у Multistrada на 50% выше. Динамика не сказать, что самая впечатляющая, но ее достаточно для всего, хоть на трек выезжай. Опять же, не надо сравнивать с XR и Multistrada, это другой уровень. Но за свои деньги из кроссоверов никто такую динамику не даст, это честная резкая четверка с быстрым набором оборотов, однозначно бодрее, чем двухцилиндровые литры или 900-ки. Конечно, в Голландии с их узенькими трассами и низкими скоростями версия как гепард в клетке. Чуть ручку задел, уже превышаешь, а удовольствие от выкручивания не успел испытать. В итоге либо очень скучно, либо сильное превышение. На низких оборотах есть легкая яма, но из-за того, что двигателя много, он спокойно тянет на низах в городе, не надо перекручивать. Действительно, низов хватает, сразу приятное ускорение идет. Двигатель хорошо настроили на более-менее низкие обороты для городского комфорта. Диапазон оборотов огромный и хорошо тащит на всем диапазоне. Я 90% времени провел на третьей передаче, которой где-то с 30 км в час до 100 с лишним можно пользоваться. Как раз выезжаешь на свободный участок с приятной тягой, ниже третьей щелкал только когда вялотекущее движение в городе или светофоры. На четвертую и выше переходить имело смысл только на магистралях. Правда, это еще связано и с тем, что квикшифтер грубый, нежно работает только в узком диапазоне оборотов. Проблема в том, что этот диапазон находится наверху и в городе до него нет возможности докручивать. Например, на третью хорошо бы где-то на 80 переключать, но поток едет 60, а на второй двигатель уже неприятно гундит. В итоге в движении в потоке проще со сцеплением переключаться, благо тут сцепление мягкое и приятное. И есть еще одна причина, по которой я старался обороты как можно ниже держать, об этом позже. Квикшифтер остается для трассы, там все отлично работает, само собой. Нейтраль не так, чтобы сложно найти, просто приходится очень аккуратно подцеплять, чтобы не перескочить. Что стоило ожидать от четверки, расход топлива выше конкурентов. Официально заявлен 5,5 литров на 100 км, у меня в довольно экономичном режиме с соблюдением правил получался скорее 6 с копейками. Даже двухцилиндровые 1200-ки в подобных условиях на литр меньше съедают. Этого стоило ожидать, но из-за 21-литрового бака запас хода для своего класса даже с таким расходом больше, чем у большинства конкурентов. Звук стокового глушителя, но очень неприятный. Я не жду от мотоцикла, что звук мотора можно записать на кассету и дома слушать с бокалом вина, но здесь помимо эстетики из-за верховости напрягает гундением в городе. Если едешь меньше 100 км в час, давит шумом, вечером голова гудит даже в берушах. Давно не ездил на мотоцикле, который так надоедает звуком. В опции есть Акрапович, не пробовал, нечего сказать. Но шанс есть. Например, у 850 GS была похожая проблема, и версия с Акраповичем спасала ситуацию. Насчет вибраций, муравьи в руках начинаются с 6000 оборотов. Они безусловно чувствуются, но могу смело сказать, что совсем не напрягают даже на 200 км в час, хотя очень мелкий зудик есть. Для путешествий годится, вибрации меньше, чем у 1000 XR и Вестром 1000, но больше, чем у Трейсера. С другой стороны, на тесте именно Versys от вибраций умер стабилизатор Айфоши.
Ходы подвесок у Versys, что спереди, что сзади, 15 сантиметров. Здесь тот самый случай, когда я до теста примерно представляю, как будет работать подвеска, а потом по-хорошему ошибаюсь. 15 сантиметров это оказался довольно-таки нормальный размер. Этому мотоциклу идеально подходит, в меру энергоемкая, настолько, насколько это возможно с таким ходом, но стабильно держит мотоцикл, не качает и так далее, поэтому легко активно ехать и перекладываться. Подвеску один раз под себя подстраиваешь и больше нет смысла трогать, более чем устраивает. Максимум преднатяг амортизатора подкручиваешь. Мне настолько понравилось, как работает обычная подвеска, что не вижу здесь большого смысла в скайхуке. Просто не представляю, что еще можно выжать из подвески с такими небольшими ходами. В каких-то специфичных условиях скайхук вытянет, но вряд ли кто-то постоянно на кольце ездит, а с клевками тут и нет проблем. Для бездорожья мотоцикл все равно не подходит, и то, что он будет пытаться держать линию в такой ситуации, я не считаю значимым преимуществом в этой конкретной модели. Все-таки в Versys большое значение имеет цена. SE с полуактивной подвеской заступает уже в ценовой сегмент топовых мотоциклов, где другие требования, например, к динамике. В обычном режиме даже на асфальте не идеального качества базовая подвеска изумительно работает. Переплачивать 2000 евро за версию SE, которая отличается от S полуактивной подвеской, даже если она из хорошей подвески сделает очень хорошую, не стоит того. Более того, по сравнению с голой версией, которую я рекомендую, позже объясню почему, SE дороже примерно на 4500 евро. Если оба XR или Tracer могут разочаровать своей жесткостью людей, которые покупают вроде как кроссовер, ожидая внедорожные качества, то Versys гораздо лучше глотает неровности и неплохо переваривает под разбитый асфальт. Были крохотные участки с грунтовкой, вполне адекватно себя ведет, не мучение и в руки не бьет. Для туризма по плохому асфальту достаточно. Где сильные колдобины и камни, все равно дорожный просвет маловат, сложные места придется проезжать очень аккуратно, и в данном случае ограничивающим фактором является геометрия, а не подвеска. Здесь надо откалибровать впечатление. Versys комфортные на разбитом асфальте, намного более энергоемкие, чем Tracer и XR. Но Tiger 900 GT и Multistrada на ступень выше и уже годятся, чтобы с удовольствием путешествовать по грунтовкам Средней Азии. Tiger 900 Rally или Africa Twin уже позволяют не сильно обращать внимание на булыжники и крупные острые камни. На маленьком эндуро вообще по камням как на подушке пролетаешь. С каждым шагом увеличения колес и подвесок при одинаковом качестве увеличиваются клевки и резиновость. Каждый сам выбирает, где остановиться. Если говорить про 15-сантиметровый формат, у литрового Versys одна из самых лучших подвесок. Скажем, у Crosstourера Versys 650, Vistrom 650 и старых NC 750X примерно те же ходы, но у Crosstourера вилка для своей массы работает хуже, чем у Versys, а у среднекубатурников подвески совсем дешевые, поэтому и вовсе на голову хуже, чем у литрового Versys. У Vistrom 1000 ходы на 1 см больше, но подвеска все равно работает хуже, чем у Versys. Из-за короткоходности даже в самом мягком положении амортизатор адекватно себя ведет без раскачки. Единственный минус где-нибудь ближе к 200 нестабильный. С затянутым амортизатором нормально. В моем случае 200 км в час стабильно стоял. Дальше начиналось совсем легкое повиливание, но это ожидаемо с туринговым стеклом, претензий никаких. Поговорим о комплектации, сейчас для этого самое время. S и SE – это напичканные опциями мотоциклы, включая такую экзотику, как дополнительная подсветка поворотов. На момент выпуска такая подсветка была всего на 3 топовых 1200-х Турендуро, у Гуся она появилась только в этом году и то как опция. А тут японский не очень дорогой замухрыш, а туда же. В S-версии было все, что можно ожидать от туристического мотоцикла сразу в стоке. Базовая версия. Пока не вник, я думал, что это опять версия непонятно для кого и надо покупать S. Разобравшись, понял, что это грамотное предложение, где есть все, что нужно, при этом выкинули то, что не имеет большого значения. Следите за руками, в базовой версии есть круиз-контроль и IMU, полностью светодиодная оптика.
Из опций устанавливаем еще квикшифтер за 290 евро, подогрев ручек за 270 евро и защиту рук за 130 евро. При желании еще можно поставить туринговое стекло за 170 евро, но обычно для туринга сторонние стекла все равно лучше. И все, у нас готовый к долгим путешествиям мотоцикл со всем необходимым за достойные деньги. Да, у S и SE цветной TFT-экран и подсветка поворотов, но ими вполне можно пожертвовать. Еще у топовых версий более дорогая покраска. На скорость и комфорт не влияет, а при желании выделиться можно обклеить винилом как в душе угодно. И возможность соединиться через Bluetooth с телефоном, но не ради навигации, а чтобы смотреть на экране, кто звонит, и играться со статистикой, мало кому нужная забава. Касательно цветного экрана, невелика потеря. Он вполне удобный, можно выбрать два любых параметра, помимо того, что всегда отображаются температура воздуха и двигателя. Из чего-то эдакого можно только смотреть углы наклона мотоцикла и все. Не сильно потеряйте с базовым экраном. Это вообще первый обзор, где я рекомендую именно базовую версию, настолько она толковая по соотношению цены и качества. Как итог, мотоцикл не лишен некоторых характерных для спорттуристов недостатков, большинство из которых допиливаются легким тюнингом. Жестковатое седло с низким рулем решаемо за копейки, вибрациями не достает, ветрозащита хорошая. Достойный мотоцикл для путешествий за свои деньги. Особое внимание обратите, если предпочитаете путешествовать вдвоем. Дальше будут обзоры других кроссоверов и тур-эндуро. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, и не переключайтесь.